Всем доброго дня! Прошу меня простить, но сегодня мы не будем готовить, и сегодня не будет рецептов, которых, возможно, кто-то ждал. Сегодня я хочу поделиться опытом высиживания утят без уткиной сетки и без специального инкубатора. Не все из вас держат домашнее хозяйство, но все же, возможно, это видео сможет кому-нибудь пригодиться. Может, кто-то захочет поэкспериментировать, а может, у кого-то сломается инкубатор, или уткиная сетка вдруг оставит свое гнездо и нужно будет срочно что-то предпринять, чтобы спасти будущих птенцов. Начнем с самого начала, на заготовке инкубационных яиц. Птичку в период заготовки яиц нужно хорошо кормить, добавляя витаминные корма и мел для того, чтобы птенцы впоследствии были крепкими и не болели. Подстилку в птичнике желательно держать в чистом состоянии, так как инкубационные яйца мыть нежелательно. Яйца отбираем ровненькие, без изъянов и наростов на скорлупе. Слишком маленькие для инкубации не подойдут, так как маленького желтка не хватит для хорошего питания зародыша. Птенец может и вылупиться, но будет очень маленький. Простым карандашом по обе стороны яйца нужно сделать метки, чтобы не путаться при повороте яиц. На одной стороне я обычно помечаю, от какой уточки было взято яйцо, а на другой дату, когда эта самая уточка его снесла. Хранить инкубационные яйца желательно в темном месте при температуре от 5 до 15 градусов Цельсия. Не забывая 1-2 раза в день переворачивать их с одной стороны на другую. Утиные яйца можно собирать сроком до 10 дней, гусиные до 15, а куриные только до 5. Из яиц, которые пролежали дольше, тоже могут вывестись птенцы, но все же шансов на удачное завершение с каждым днем будет все меньше и меньше. В качестве инкубатора вам понадобится картонная коробка, или фанерный ящик, или, как в моем случае, аквариум. Мой аквариум 46 см в длину, 27 в высоту и 25 в ширину. Застилаем дно мягкой тканью, чтобы яйца не скользили во время поворотов. В 2 противоположных угла мы ставим маленькие баночки или стаканчики с водой для поддержания влажности. А вдоль стенок 2 держателя для термометров. У меня это деревянные брусочки. Сверху на деревянных дощечках я закрепила лампочку, самую обычную лампу накаливания. И сделала пару дощечек для того, чтобы закрыть остальное пространство. При помощи них мы будем регулировать температуру в инкубаторе, увеличивая или уменьшая вентиляционные отверстия, которые обязательно должны присутствовать. К стенкам аквариума я приставила картон. Этого можно и не делать. Но с картоном вы сможете немного сократить расход электроэнергии, так как тепло внутри инкубатора будет сохраняться лучше. Идею вывести утят в аквариуме я взяла из одного видео на YouTube. В нем утят выводили в картонной коробке, а температурный режим из одной старой книги. Всю информацию о температурах по дням я укажу в описании к видео и закрепленном комментарии. Если яйца чистые, то дополнительно мыть их не стоит.
Но если чистыми их собрать не удалось, то тогда их нужно окунуть в теплую воду с добавлением перекиси водорода. 1 чайная ложка 3% раствора на 1 литр воды. Опускаем яйца на секунд 20 и аккуратно просушиваем тканевой салфеткой, убирая грязь промакивающими движениями, стараясь сильно не тереть. Перед закладыванием яиц инкубатор нужно нагреть до температуры 39-40 градусов. Для этого я поначалу использую лампочку мощностью 75 Вт. Когда термометры покажут нужную температуру, помещаем яйца в инкубатор. Яйца прохладные, и температура поначалу упадет, но по мере нагревания яиц будет повышаться. Первый день вам нужно будет внимательно следить за температурой. Когда яйца нагрелись и температура установилась на нужной цифре, а именно 38 градусов Цельсия, лампочку мощностью 75 Вт я сменила на мощность в 60 Вт. Ее было достаточно для поддержания нужного температурного режима. Чтобы температура не повышалась выше нормы, можно увеличить вентиляционные отверстия при помощи верхних дощечек. За весь период инкубации у меня не всегда удавалось в точности удерживать температуру на нужной отметке. Но нужно стараться максимально придерживаться заданных цифр. В любом случае под лампочкой будет гораздо жарче, чем по краям, у стенок вашего инкубатора. Поэтому во время переворачивания яиц их нужно еще и менять местами. От центра к краям и от краев к центру. Желательно, чтобы термометр лежал не на самих яйцах, а над ними, не соприкасаясь. Иначе он может не совсем точно указывать температуру. Я поворачивала яйца каждые 3 часа, 6-часовым перерывом на ночь. Желательно придерживаться именно такого поворотного режима. Первые 2 недели вам нужно будет только следить за температурой, поворачивать яйцо и доливать воду в сосуды, которая будет периодически испаряться под воздействием теплого воздуха. А с 15-го дня инкубации их еще нужно будет охлаждать и орошать. Для охлаждения я 2 раза в день снимала верхние дощечки. Ждала, когда температура опускалась до 30 градусов и ставила их обратно. Одновременно орошала с пульверизатора водой комнатной температуры. Этот процесс занимал у меня примерно минут 15. Через неделю после закладывания инкубатора яйца нужно воскопировать. Ну а если сказать проще, просветить фонариком каждое яйцо, находясь в темном помещении. Если вы увидите в яйце кровеносные сосудики, то значит яйцо оплодотворенное и зародыш развивается. Если вы их не увидите, то значит это яйцо нужно удалить, чтобы оно не занимало место в инкубаторе и ваше драгоценное время во время переворачивания яиц. Когда яйца начнут наклевываться, у утиных яиц это случится примерно на 28-й день, влажность в инкубаторе нужно увеличить, добавив еще 2 стаканчика с водой. Я также в этот период часто орошаю яйца водой, чтобы скорлупа стала мягче и податливей. Мои утята выводились в течение 5 дней. Это долго, и порой уже начинаешь сомневаться, жив ли птенец в яйце или уже нет. Чтобы это узнать, нужно аккуратно обхватить яйцо рукой и подержать некоторое время. Под воздействием более прохладной температуры вашей руки утенок обязательно зашевелится. Не стоит помогать птенцам выбираться из скорлупы. Очень часто это приводит к гибели птенца или различным нарушениям в его развитии. Просто сбрызгивайте скорлупу водой и будьте терпеливы. Возможно, птенчику нужно еще время, чтобы окончательно завершить процесс формирования.
Для вылупившихся птенцов я отгородила небольшое пространство, чтобы они могли просохнуть. А позже пересадила их в ящик, в котором при помощи все той же лампы накаливания поддерживалась температура примерно 26-28 градусов. Еще чуть позже они поселились в теплице, в которой уже было достаточно тепло. Я знаю, что первые дни утят и цыплят многие хозяйки кормят растертым вареным желтком, а позже распаренным пшеном и влажными мешанками. Но я бы все же порекомендовала купить специальный комбикорм стартовый от 0 до 10 дней, в котором содержатся все необходимые витамины и микроэлементы для полноценного развития птенцов. К тому же ваши малыши всегда будут сухие и чистенькие, что тоже очень важно для их здоровья. А от вас будет требоваться лишь только подсыпать его по мере необходимости и наливать чистую воду. Из 9 оплодотворенных яиц у меня вывелось 7 утят. Одно яйцо остановилось в развитии где-то в середине процесса инкубации, а у второго не хватило сил, чтобы благополучно вылупиться. Но я считаю, что 7 из 9 – это очень даже неплохой результат для такого примитивного устройства. Буду рада ответить на все ваши вопросы. Но если вы смотрите это видео спустя длительное время после его выхода, то вопрос лучше оставить под самым моим последним видео. Так будет больше шансов, что я его замечу. В закрепленном комментарии я оставлю температурную схему не только для вывода утят, но и для вывода цыплят. Ведь в этом инкубаторе можно вывести также и будущих курочек. Желаю вам дружного вывода и здоровеньких малышей. До скорой встречи и спасибо за лайк.